Идея в том, чтобы заставить людей притормозить и подумать о вещах, которые они считают верными. Вот почему я не верю. Я никогда не верил в закон притяжения. Ну, раньше я верил, но я теперь вообще не знаю. Я думаю, это А я просто верю. большая куча полной ерунды. Ты веришь в это, а ты нет. Да, книга «Секрет». Можно поучить вас уличной эпистемологии, чтобы мы поговорили прямо здесь? Да. Окей. Итак, хорошо. Давайте. Так. Кеннет будет задавать вопросы, а ты будешь его собеседником. Хорошо. Можешь сформулировать так, чтобы мы точно поняли, во что ты веришь? Да, я верю, что закон притяжения мыслей, когда ты истинно веришь на 100%, не каких-нибудь там 99 или меньше, то тогда твое подсознание или типа Вселенная начинают исполнять твои желания, и они сбываются. Ты не веришь в это? Я так не думаю. Нет. Окей. Подожди секундочку. Как люди, занимающиеся уличной эпистемологией, мы хотим задавать вопросы, чтобы лучше понять. Если я правильно понял, ты утверждаешь следующее. Если верить во что-то со стопроцентной уверенностью, это что-то будет с тобой происходить. Это действительно с тобой случится, ты так сказал? Да, все верно. Окей. Так что же это? Какая сила заставляет это происходить? Я думаю, я сам. Это мысли заставляют все происходить. Это энергия, которую ты распространяешь, заставляет это происходить. Как ты думаешь? Отличный вопрос. Я думаю, что они вместе, потому что мысли... Например, я пожелаю, можно я приведу наглядный пример? Конечно. В общем, я работал в сфере недвижимости. Мне было лет 18. И я видел многих людей, которые начинали там работать, но как бы в полсилы, и поэтому немногого достигли. Но были совсем другие люди, которые, ну знаете, прокачанные на тренингах и все такое. Они следовали каждому совету, что им там давали, и искренне верили, что станут лучшими. Этого могло не произойти в первые 2 или 3 года, но на 4-й или 5-й год они становились лучшими в своем регионе, что-то типа того. И поэтому я действительно считаю, что если ты не веришь в закон притяжения и не направляешь все свои мысли, чтобы они превратились в энергию вокруг тебя, то не сможешь... Подожди секунду. Давай придумаем пример, чтобы понять, как далеко он готов зайти с этим убеждением. Ни Ладно? на секунду в это не поверил. Хорошо. Но если сказать ему, слушай, я вообще тебе не верю, Да, я согласен. вот мой вопрос к тебе. Думаешь ли ты, что поможешь ему поразмышлять над убеждением? Придерживаться какого-либо мнения — это нормально, но идея в том, чтобы выяснить, как он пришел к тому, что это правда. Поэтому, вероятно, хорошим вопросом будет что-то вроде: у этого закона есть ограничения? Например, у меня будет стопроцентная уверенность. Стопроцентная уверенность, если я по-настоящему верю. Если я все свои мысли посвящу тому, чтобы отрастить одну руку длиннее другой. Возможности не безграничны. Есть Я пределы. бы так сказал. Разве не у всего есть пределы? Почему должны быть пределы для роста моей руки, но не для того, чтобы, например, стать лучшим продавцом в Сан-Антонио? Потому мог бы ты... Секундочку. Окей. Сейчас ключевой момент. Видишь, как он думает? Не прерывай паузу. Может, потому что... Делай так. Я думаю, это происходит потому, что, как я и сказал ранее, факты убеждения, они как бы... Интересно. Пожалуй, у меня нет ответа. Я не знаю, но может быть... Что касается роста руки, не стану пытаться утверждать, что это не противоречит науке, ведь очевидно, что это невозможно заставить свою руку расти. Даже если я смогу себя убедить в том, что это произойдет, используя закон притяжения, этого не случится. Это происходит только в некоторых случаях. Ты это хочешь сказать? Да, Что есть такого между этими двумя запросами? Что делает их разными? Как нам убедиться, что есть некий закон притяжения, который помогает тем, кто работает с недвижимостью? мы вообще не можем быть полностью в чем-то уверенными, но
Что касается закона притяжения, мне кажется, есть разница между выращиванием собственной руки и личными желаниями. Поэтому Ты прав. Где границы для закона притяжения? Почему его нельзя использовать для чего угодно? Если его можно использовать для этого, то почему мне нельзя вырастить руку? я не знаю, может быть... Не знаю. Если ты хочешь физически выразить, Маринуй в паузе. маринуй в паузе. Маринуй в паузе. Мы хотим помочь ему почувствовать себя удобно в неудобной ситуации. Окей? Ладно. Вот где происходит осмысление. Глянь, как он смотрит, словно на 1000 миль вдаль. Это бесценно. Ладно? Ты когда-нибудь размышлял о законе притяжения подобным образом до этого разговора? Нет. Нет. Спасибо, что уделил время. Парни, это было потрясающе. Суть как раз в этом — помогать, побуждать к размышлению о вещах, которые мы считаем правдой. Но в действительности не знаем наверняка. Просто немного других вопросов, пара других сценариев, и будто рассматриваем убеждения под микроскопом. И все в дружелюбной форме, и вместе пытаемся разобраться. Ты же был уверен аж на 98 или около Пожалуй, того? даже на все 100%. Ведь я никогда не задумывался, как это могло бы сработать в случаях как бы неконтролируемых. Например, нельзя управлять ростом своей руки, но никак. Да. Поэтому при более пристальном рассмотрении становится очевидно, что некоторые вещи в принципе невозможны совсем. С этим открытием, которое мы сделали, про то, что ты верил. Где ты сейчас находишься на шкале уверенности в том, что это убеждение истина? Вообще в целом или с учетом... Честно-честно. Честно-честно, даже не знаю, процентов, наверное, 50. Спасибо, джентльмены. Я еще работал в агентство... Они торгуют недвижимостью. Ага. Так вот, у них было... Я это запикаю, если Да, что. без проблем. Они как бы учат, чтобы... Да, это сфера недвижимости, но они учат создавать свой бизнес. И когда ты начинаешь управлять другими людьми... Да, так я вот о чем. Думаю, что это допустимо. Я ничего не знаю о недвижимости. Я могу пойти на те курсы и отучиться там 3 года, и думать, что использую закон притяжения, потому что на сотку уверен, что это правда. И на сотку нацелен на то, что это правда. И я хожу на курсы, а потом становлюсь лучшим продавцом в Сан-Антонио. Я просто мастер по недвижимости. Будет ли оправданным сказать, что здесь сработал закон притяжения? Нет. Нет, теперь нет. Что, прости? После нашего разговора уже нет. И это уличная эпистемология.